Привет! Сегодня у меня в руках еще один смартфон из категории цена-качество. Любимая наша категория. Это плюс-версия, старший брат смартфона, о котором я рассказывал на прошлой неделе. Если не видели, посмотрите этот ролик. Новинка itel P55+, которая может похвастаться не только низкой ценой, но и высокой скоростью зарядки, аж 45 Вт. Выше, чем у флагманов, у многих, которые дороже в 2, а то и в 3 раза. А это бюджетник. Да и по остальным характеристикам вполне себе. Но давайте рассмотрим новинку подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали! Среди множества китайских производителей смартфонов itel выделяется своими доступными и надежными моделями. Весь комплект поставки вы видите на экране. Смартфон обладает разблокировкой как по лицу с помощью фронтальной 8-мегапиксельной камеры, так и молниеносным сканером отпечатков пальцев на кнопке включения. А также присутствует разъемы USB-C и 3,5 мм вход под наушники. К тому же, кроме поддержки двух физических сим-карт, он имеет слот для карты памяти microSD, который позволяет расширить встроенный и так 256 гигабайт, которых хватает в основном, до 1 терабайта. Другой привлекательной особенностью смартфона является его 6,6-дюймовый IPS-дисплей HD разрешения с повышенной частотой обновления в 90 Гц. Это обеспечивает плавность как в меню, так и в играх. 90-герцовому дисплею плавно отображать контент, и другое помогает процессор Unisoc T606, который обладает средними показателями производительности. Для плавной работы Android 13 хватает, и для не сильно требовательных игр тоже. Оперативной памяти у смартфона 8 гигабайт, плюс ее можно расширить до 16, что тоже достаточно для запуска приложений. В бенчмарках itel P55+ показывает достойные результаты для бюджетного телефона. Этой производительности будет достаточно большинству пользователей, и есть небольшой запас прочности на ближайшие пару лет. Под пластиковым корпусом смартфона спрятана батарея на 5000 мАч, что является типичным значением для устройств этого сегмента. Однако, в отличие от многих конкурентов, он поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет пополнить энергию батареи в 2 раза быстрее, чем при использовании стандартных адаптеров на 18, 22 и 33 Вт, которые обычно имеют смартфоны этой цены. Да что там этой цены, смартфоны в 2, а то и в 3 раза дороже обладают максимальной зарядкой частенько 18 Вт, так что это несомненный и главный плюс девайса. Соответствующий зарядный блок уже в комплекте, что тоже немаловажно. Полностью зарядить телефон от 0 до 100% можно примерно за 55 минут. 30 минут зарядки обеспечивает около 65% заряда. Смартфона легко хватает на целый день даже при очень активном использовании. Теперь про камеры. Фронталка 8-мегапиксельная для селфи и видеозвонков вполне себе норм. Примеры вы видите сейчас на экране. Сзади довольно стильной формы находятся две камеры, главная на 50 мегапикселей и вспомогательная на 0,3. Последняя используется для создания размытого фона на портретных снимках. Качество фотографий соответствует цене смартфона. Примеры вы видите на экране. Как и пример видео, который записывается на данный смартфон. За цену, которой просят за этот смартфон, хороший результат. Поехали дальше. Смартфон itel P55+ вышел совсем недавно и продается по очень привлекательной цене. Удивительно, что с такой быстрой зарядкой он оказался в бюджетном сегменте. В принципе, все основное и необходимое в нем работает достойно. Ссылку, где покупал для обзора, оставлю в описании. Напишите в комментариях, как вам новинка. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.